Как, несмотря на санкции, продолжать торговать с Европой и заработать на этом почти 2 миллиона долларов? Ответить на этот вопрос мне поможет Игорь Зубарев, сенатор от Карелии. Привет, меня зовут Сергей Кагермазов, это «Хроники Медиа». Сегодня я расскажу вам, как под грузом санкций сенатор остается на плаву. Главный источник доходов бизнеса Зубарева – рыбодобыча. Мы составили рейтинг доходов рыбных олигархов Северо-Запада за 2022 год. Сенатор занял почетное второе место, уступив только Виталию Орлову и его холдингу «Нареба». Согласно последней доступной декларации, личный доход Зубарева за 2021 год составил более 2 миллиардов рублей. С началом полномасштабного вторжения России в Украину единорос, как и все сенаторы, попал под международные санкции. Тогда Зубарев начал переводить свои компании на номиналов. Давайте разберемся, что это за юрлица. Один из главных активов Зубарева – рыболовецкая компания «Вирма». В этом году сенатор Зубарев получил от «Вирмы» 2 займа – 100 миллионов и 1,5 миллиарда рублей. На какие нужды Зубарев занял такие суммы своей бывшей компании, мы не знаем. Но кажется, это просто способ вывести деньги себе на жизнь. Ведь по закону заниматься бизнесом и жить на дивиденды сенатор не может. Другая рыбодобывающая компания, связанная с сенатором – «Вариант». Зубарев никогда и официально не владел, но издание «Лента.ру» писало в этом году, что компании, связанные с единороссом, якобы совершили рейдерский захват «Варианта». Зубарев перевел на номиналов не только рыбодобычу, но и рыботорговлю. Так, сразу после начала российского вторжения в Украину возникла компания «Фишмарин». Сенатор официально с ней никак не связан, но мы же понимаем, что это ничего не значит. Давайте посмотрим на ключевые фигуры организации. Директор «Фишмарин» Максим Андрейцев. В свое время работал замдиректором строительной компании «Вест». Она принадлежит Петру Зубареву. Это однофамилец сенатора. 5 лет назад газета «Новая Кондопа» называла его представителем рыботорговой сети. Ее учредитель – тот самый сенатор Зубарев. Кроме того, гендиректором «Веста» работала Татьяна Кузьмина. Эта женщина тесно связана с бизнесом политика. Сегодня она возглавляет аффилированные с ним компании – группа «Баренц» и «Азимут». У Кузьминой есть дочь Дарья. Уже в 20 лет она начала работать в организации Invest Development. Директор этого предприятия – родной брат однофамильца нашего сенатора Петра Зубарева. В 24 года Дарья Кузьмина создала компанию «Зори Севера». Эта организация выкупила в этом году у Петрозаводска 2 исторических здания на сумму более 50 миллионов рублей. Конкурентом юной миллионерши на торгах стал однофамилец сенатора Петр Зубарев. Он предложил всего лишь на 10 тысяч рублей меньше. Такая ожесточенная борьба за активы не помешала предпринимателям остаться друзьями во ВКонтакте. Такие вот знакомства у директора «Фишмарин». Но это не полный список. Владелица фирмы – некая Юлия Гапанович. Она совмещает управление «Фишмарин» с работой директором в рыботорговой сети сенатора Зубарева. До Гапанович директором рыботорговой сети трудился старинный номинал Зубарева – петрозаводский депутат Виталий Марков. Мы писали о нем в прошлом году. В друзьях Дарьи Кузьминой во ВКонтакте есть и он. Так используют номиналов. Однако, чтобы спрятать активы, этого недостаточно. Состоятельные россияне после начала российского вторжения в Украину начали активно вкладываться в закрытые паевые инвестиционные фонды. Они позволяют скрыть настоящих владельцев собственности и тем самым обойти санкции. Де юре держатель ценной бумаги, пая, больше не владеет имуществом. Права переходят управляющей компании. Также поступил сенатор Зубарев. Он нашел управляющую компанию «Свиньин и партнеры» петербургского застройщика Владимира Свинина из «Охта Групп» и передал этой организации многие свои предприятия. Узнать теперь, кто конечный собственник этих юрлиц, невозможно. Вот так сенатор спрятал бизнес. Давайте повторим названия наиболее важных для нас юрлиц. «Фишмарин» и «Вариант». Именно они продолжают ловить рыбу и продавать ее в Европу. Как? Сейчас расскажу. После начала войны Норвегия не запретила, но ограничила число портов, куда могут заходить российские рыболовецкие суда. Это Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес. Вместе с изданием Barents Observer мы нашли в этих портах как минимум 5 судов, связанных с Зубаревым. Это корабли «Янтарный», «Кемь», Арктика, Карелия и Беломорск. Все они заходили в норвежские порты Тромсё и Киркенец, а также на Фарерские острова, которые принадлежат Дании. Беломорск записан на связанную с Зубаревым компанию «Вирма». Этой весной судно привезло в порт Киркенес 40 тонн рыбы, но терминал отказался принимать ее, заявив, что товар хранили неправильно. Один из членов экипажа рассказал журналисту Barents Observer, что обычно они сдают рыбу норвежской компании Киркенес Терминал. Она занимается ее хранением, но куда товар идет дальше, неизвестно. А в этом же порту бывали Кемь и Янтарный. На другой пирс Киркенеса, принадлежащей компании «Чуди Групп», заходила Арктика, Кемь и Янтарный. Мы обратились за комментарием компании. Нам ответили, что «Чуди Групп» прекратила весь бизнес, связанный с Россией, и закрыла российское подразделение. Рыболовным судам лишь предоставляют свободные причалы, как и оговорено в норвежских санкциях. Еще одно связанное с Зубаревым судно «Кемь» заходило в Тромсё и стояло возле Тромс Фриза Терминал. Barents Observer и «Хроники Медиа» направили запрос в эту компанию, но ответа не получили. Впрочем, увидеть, кому российские суда продали груз, можно с помощью сервиса данных о мировых цепочках поставок TradeMob. Первая такая ниточка ведет в рыбную столицу Норвегии, город Алисун. Там находится компания Olsson Seafood. После того, как Россия вторглась в Украину, а Зубарев попал под санкции, Olsson Seafood купила рыбы у «Варианта» на сумму более 630 тысяч долларов, а у компании «Фишмарин» на сумму более $1 миллиона.
Всего почти 2 миллиона долларов. Компания не ответила на запрос Хроник. Напомню, Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России, то есть в королевстве нельзя покупать рыбу у компании Зубарева и пускать его сюда в порты. Однако в стране словно этого не знают, либо не хотят знать. В ходе нашего расследования обнаружилась еще одна интересная деталь. Деньги от проданной в Норвегии рыбы на российские счета компаний, связанных с нашим единороссом, не поступили. Как вы думаете, где же деньги сенатора Зубарева? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео и делитесь им в соцсетях. Так о нем узнают как можно больше людей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое расследование.